Противоударный смартфон с защитой IP68, IP69K и сертификацией MIL STD810H, 3-ваттным динамиком диаметром в 34 мм, IPS-экраном, частотой обновления до 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity с поддержкой 5G сетей, аккумулятором на 15600 мАч, поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт, коннектором US-MART для подключения различных аксессуаров, системой из 4 сенсоров с сенсором ночного видения, телефотосенсором, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону Ulefone Armor 26 Ultra. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Начнем. Распаковка. Я приобрел комплект поставки вместе с эндоскопом US-MART E02. В коробке вместе с ним находится отвертка и винты, плюс руководство пользователя. Сам эндоскоп неплохой, но напоминаю, что подобное устройство можно купить отдельно к любому смартфону, иногда даже дешевле. Также мне прислали чехол под смартфон, он довольно удобный, его можно крепить на ремень, на лямке рюкзака, плюс у него есть кольцевой карабин и 2 кармашка с резинкой. Упаковка самого смартфона стандартная для Ulefone, выполнена она из плотного картона. В комплекте со смартфоном есть защитное стекло, краткое руководство пользователя, уже наклеенная защитная пленка, блок питания на 120 Вт с разъемом Type-C, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, ремешок и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты и 1 карту памяти до 2 терабайт. Габариты устройства 179 на 84 на 28,8 мм, а вес целых 590 граммов. Больше полкило. Ваши ставки скоро мы вернемся, так же, как, помните, Дрэгона были смартфоны с док-станциями по 2-3 килограмма или нет. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом и оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы будете автоматически в розыгрыше. Перейдем же к смартфону. В продаже я встретил только черную расцветку с оранжевыми вставками, но на официальном сайте есть информация о других расцветках. Тыльная часть, верх и дно смартфона имеют прорезиненную поверхность, а боковые грани металлические. Дизайн смартфона стандартный, как для такого формата. Собран смарт хорошо, кнопки не имеют люфта, да и выглядит он прочно. В руке смартфон лежит комфортно, долго им не попользуешься из-за веса. На корпусе расположили место для шнурка, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0 и мини-джек на 3,5 мм за заглушкой, кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, программируемую клавишу, и в настройках можно переназначить команды для нажатий, что удобно. Также есть красная кнопка для экстренного вызова, далее есть 2 микрофона, ИК-порт, индикатор уведомлений, коннектор US-MART для подключения различных устройств наподобие эндоскопа, а также место для крепления съемной антенны, благодаря которой можно использовать функцию рации. Для вывода звука используется основной 3-ваттный динамик с тыльной части и 1 разговорный. Диаметр динамика 34 мм, он довольно громкий, но качество звука оставляет желать лучшего, да и в настройках, к сожалению, нет каких-либо функций для персонализации звука. Вибромотор слабый и не настраиваемый, что уже привычно. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей, соотношением сторон 20,5 к 9 и защитой Corning Gorilla Glass 5 серии. Подбородок не громадный, и плюс за то, что вырез под фронталку не каплевидный. Плотность пикселей 396 ppi, яркость по моим замерам 630 люксов на 100%. Для использования смартфона на улице в солнечный день подобной яркости будет мало. Разумеется, разглядеть что-то на экране возможно, но с трудом. Но отмечу, что данная яркость для IPS-экрана отличная. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, в настройках можно выбрать также 90-60 Гц и автоматический режим. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, стандартными способами разблокировки и распознаванием лиц. Данные способы разблокировки работают так же, как и в прошлых моделях, довольно корректно, но не быстро. Распознавание лиц лучше срабатывает, если смартфон находится прямо, нежели под углом. Внести один и тот же отпечаток несколько раз можно, а биометрические данные можно завести только одного лица. Далее, процессор установлен MediaTek Dimensity 8020, техпроцесс 6 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 2,6 ГГц. Данный процессор мы уже встречали в Ulefone Armor 23 Ultra, так что в этом плане они стоят на месте. Как всегда, мы имеем одно и то же железо, просто меняется слегка дизайн и дополнительные функции, как, например, динамик. Графический процессор ARM Mali G77 MC9, оперативная память LPDDR
графикой DDR4X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на 512 ГБ. Интерфейс Android 13 версии, не 14 обновление приходит, но смартфон не хочет почему-то обновляться. Русский язык на борту, система работает лучше, чем Under Armour 23 Ultra. FM-радио работает без наушников, что для многих будет огромным плюсом. Есть поддержка Android Auto, функция анимации в области фронтальной камеры, функция использования в перчатках и стандартное приложение с инструментами. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту, также из полезного есть VoLTE, VoNR. Связь смартфон ловит отлично, датчик приближения отрабатывает корректно. Bluetooth версии 5.2, что хорошо, но напоминаю, что уже есть версия 5.4. NFC-модуль в наличии, MirPay встает без каких-то проблем. Smart использует GPS, двухдиапазонный L1 плюс L5, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает точность в 1-2 метра, навигация отрабатывает не быстро, но в целом корректно. Но я бы рекомендовал для навигации брать смартфон на процессорах от Qualcomm. Из датчиков, к слову, на борту NFC, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения, датчик силы тяжести, датчик освещения, датчик ускорения, геомагнитный датчик, гироскоп, кулоновский счетчик, шагомер, датчик давления воздуха и инфракрасный датчик. Емкость аккумулятора 15600 мАч, но номинальная в половину меньше. В PC-марке смартфон выдал 14 часов 47 минут, тест я проводил со 120 Гц и 100% яркости. Smart поддерживает быструю зарядку до 120 Вт и беспроводную зарядку через пины до 33 Вт от фирменной док-станции, которую необходимо докупать. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания от 0 до сотки занимает 1 час 50 минут, что довольно быстро. За 80 минут просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi ушло 7% заряда, что довольно неплохой результат. За час в PUBG New State на рекомендованных настройках графики 15%. Играть в подобные игры возможно, но сенсорный отклик плохой. Также я играл в подобные игры, как Lineage of Legends, Wild Rift, разные гонки и так далее. В целом, если не брать во внимание, что руки устают уже после 5 минут, опять же, у кого смотря какие руки, то все довольно неплохо. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 167 гипсов минимально, 216 гипсов в среднем и 335 гипсов максимально. Тест я проводил на 100 потоках при 60 минутах, в Geekbench 6 в сингл-коре 992, в мультикоре 3366, в GPU-скоре 4309, 3D Mark Slingshot 4176, Slingshot Extreme максимально, Wildlife Stress Test 4285, Wildlife 4307, Wildlife Extreme Stress Test 1250, Wildlife Extreme 1247. В Antutu результат выдал в 633 тысячи попугаев. Storage тест показал 66 900 баллов. 45-минутный стресс-тест прошел уже очень даже неплохо. Летим дальше. Ulefone Armor 26 Ultra имеет степень защиты IP69, IP69K и сертификацию MIL-STD 810H. Все стандартно для смартфонов Ulefone. Ко всему, смартфон поддерживает режим видео и фотосъемки под водой. Дроп-тест с 1,5 метров он не пережил, так как при первом же падении у него треснуло стекло в блоке камер. На корпусе же появились царапины и неглубокие вмятины, но экран остался цел. Отмечу, что экран имеет защитные бортики, и в случае падения на ровную поверхность экран не должен пострадать с одной стороны, с другой стороны также дела должны обстоять и с блоком камер. Топить после данного случая я его не стал, но думаю, что именно с водой у него не было бы проблем, если бы он не был разбит. Летим дальше. Установлен здесь основной сенсор Samsung HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1,79, цифровой стабилизацией, углом обзора 84,7 градуса и максимальным разрешением 4К 30 FPS. Отмечу, что 60 FPS нет даже для 1080p. Далее мы имеем 50 мегапикселей сверхширик плюс макро High 5022Q с углом обзора в 117,3 градуса. Цифровой стабилизацией, апертурой 2,2. Сенсор ночного видения OV64B на 64 мегапикселя с апертурой 1,79 и телефотосенсор на 8 мегапикселей. Также с тыльной части есть 4 светодиодных вспышки, фронтальный сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2,25, углом обзора 80,4 градуса и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. По камерам изменился только основной сенсор на 200 мегапикселей, в стоке есть стандартные режимы и вспомогательные функции для фото и видео. Съемка с использованием сенсора ночного видения ничем не примечательна, такой же результат вы видели в более дешевых моделях. Что касается сверхширика, то в целом, учитывая, что это противоударный смартфон, качество видео и фото на этот сенсор неплохое. Фото и видео с телефотосенсора я ожидал более мрачным, но отмечу, что смартфон сильно красит изображение. Цвета очень сильно перекручены и картинка довольно контрастная. Для работы, к примеру, что-то сфотографировать или запечатлеть что-либо в походе данных сенсоров будет достаточно
достаточно. Но обращаю внимание на плохую стабилизацию и не лучшее качество видеосъемки. В целом же вы уже видели, на что способен данный смарт в плане видео, а примеры фото вы сейчас увидите. Далее, минусы: слабый вибромотор Android 13 версии, мало изменений по сравнению с прошлыми моделями и не выдержал первое же падение. Будем считать, что ему не повезло, но все равно. В итоге не повезло мне. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Буквально вчера опять выгрузили Poco по 27 тысяч F6, которые и в целом Али начинает просыпаться, чему я несказанно рад. Резюмирую, у Ulefone Armor 26 Ultra еще одна новинка, которая особо не отличается от прошлых моделей. Да, есть изменения в плане оптимизации под разные сценарии использования, улучшения по фотосъемке. Да, он может прожить дольше, чем обыкновенный смартфон, но не намного. Дроп-тест он провалил, к слову, подобное падение может пережить большинство обыкновенных смартфонов. Тут как повезет. А вот защитный смартфон должен 99,9% не разбиться при таком падении. Идеальный защищенный смарт без дополнительных особенностей в виде разъема под эндоскоп, разъема под антенну, индикатора уведомлений или чего-то подобного. Как по мне, это прочный корпус, защита от влаги, средние габариты, учитывая форм-фактор, удобный экран с хорошим сенсорным откликом, чтобы было можно использовать его в разных ситуациях при разной погоде, кнопки для быстрого доступа к необходимым функциям, полезные функции для походов и работы, отличная GPS-навигация, одну камеру, но качественную, аккумулятор около 10 тысяч махов и железо, которое не заставляет ждать во время использования смарта. К слову, такого железа, как в этой модели, в целом вполне достаточно на данный момент. Но, смотря на этот смартфон, сложно сказать, что он хороший выбор данного форм-фактора. Опять же, каждому свое. Возможно, для кого-то Armor 24 Ultra это топ. При этом хотел бы отметить, что в сравнении с Ulefone 23 Ultra, 26 Ultra показал куда корректнее работу операционной системы, без сильных подлагиваний и фризов. Так что куда-то, но развиваются. От меня девайсу максимально скромное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.